Дональд Трамп уже не очень-то и верит в дипломатическое решение с Ираном. Говорит, они его только злят. Что предусматривает новая дорожная карта по разоружению Хамаса? В Калифорнии при посадке разбился истребитель F-35. Пилот катапультировался. За 2 дня в Испанию из Марокко переправилось более 50 тысяч мигрантов. Большую часть, по словам властей, уже удалось вернуть назад. Энергокризис в Румынии и Венгрии из-за обмеления Дуная. Бухарест уже объявил режим чрезвычайной ситуации. Будапешт на грани. Землетрясение в Италии, в районе Неаполя. По предварительным данным обошлось без пострадавших. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Кэмп-Дэвиде Дональд Трамп провел заседание Кабинета министров, посвященное вопросам национальной безопасности и внешней политики. После встречи президент США прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и переговоры по разоружению Хамас. Какие удары, по вашему мнению, за последние несколько дней приблизили возобновление режима прекращения огня и возвращения к дипломатии? Мы просто хотим победить, и, на мой взгляд, у нас это хорошо получается. Мы стараемся действовать настолько мягко, насколько это возможно в такой ситуации. Но, как вы знаете, они разгромлены. У них нет флота, нет военно-воздушных сил, нет систем противовоздушной обороны. У них практически не осталось возможностей. Они понесли очень серьезные потери. Мы просто хотим победить. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Все очень просто. Иран не получит ядерное оружие. Они не могут его иметь. Если бы оно у них появилось, Ближний Восток уже был бы уничтожен. Если бы я не остановил СВПД, то есть соглашение, заключенное при Обаме, они бы уже получили такую возможность. И, как я считаю, значительная часть Ближнего Востока, а возможно и других регионов, уже перестала бы существовать. Эти люди постоянно угрожают, но они не получат это оружие. Уверен, что в какой-то момент, в течение ближайших 4 недель, мы достигнем того рубежа, когда они скажут, мы больше не можем этого терпеть. Господин президент, по поводу соглашения о разоружении, о котором вы объявили, есть ли у вас гарантии от Израиля, что он поддерживает эту сделку? И что должно произойти первым? Израиль отводит войска, а затем Хамас разоружается, или сначала Хамас должен разоружиться, а уже потом Израиль покинет Газу? У нас есть взаимопонимание с Израилем. Израиль очень доволен этим соглашением. Они проявили себя очень хорошо. Многие говорили, что такой договор вообще невозможно заключить. Конечно, будут подъемы и спады. Ситуация очень сложная. Люди там очень сложные. И с ними не просто иметь дело. Некоторые из них, прямо скажем, не самые замечательные. Но это действительно большой прорыв. Никто никогда не думал, что удастся добиться разоружения Хамас. Это показывает, насколько успешными были наши действия в отношении Ирана. Если бы вы спросили 4 или 5 месяцев назад, все сказали бы, что такая сделка невозможна. Это большой шаг вперед для Ближнего Востока. Люди действительно впечатлены этим и удивлены. Когда Хамас будет разоружен, кто, по вашему мнению, должен взять под контроль это оружие? Его передадут новому правительству? Это уже часть более широкого мирного процесса. Всем этим будет заниматься структура, отвечающая за реализацию этого мирного соглашения. Ее возглавляют очень компетентные люди. Господин президент, вы сказали, что у Ирана все еще сохраняются определенные возможности. Следует ли американцам готовиться к тому, что обмен ударами продолжится, пока Иран окончательно не утратит способность наносить ответные удары? Возможно, какое-то время они еще немного усилятся, но затем будут становиться все слабее и слабее. Да, я так считаю. Было бы глупо утверждать обратное. Всегда нужно сохранять бдительность. Каков сейчас статус переговоров? Кто именно со стороны администрации США ведет контакты с Ираном? Они слишком часто нарушают свое слово. Стив ведет переговоры с ними. Джей Ди тоже очень активно участвует. У нас сильная команда переговорщиков. Но они говорят, что никаких переговоров не происходит. Это не так. У нас лучшие переговорщики. Они все равно заключат сделку. Например, мы можем 7 часов обсуждать ядерную программу. Я спрашиваю, что вы там делаете 7 часов? На это хватило бы 5 или 10 минут. Потом они выходят и заявляют, что вообще не обсуждали с нами ядерный вопрос. Я спрашиваю, почему? Что вы тогда говорили? Все, чего они добиваются, это только злят меня. Просто злят. Вы по-прежнему считаете, что сможете заключить сделку с Ираном, учитывая, что сами говорите об их ненадежности? Я начинаю терять к ним доверие, потому что они лгут и искажают факты. Недавно они выпустили по нам 5 ракет. Мы все их сбили. Причем это произошло прямо во время переговоров. Я ждал звонка от Стива с новостями о переговорах, а вместо этого мне позвонил Пит и сообщил, что по одной из наших баз в Иордании выпущены 5 ракет. У нас есть базы по всему региону.
К счастью, наши военнослужащие прекрасно владеют этой техникой. Управлять такими системами крайне сложно. Люди, которые с ними работают, зачастую учились в таких вузах, как MIT или Caltech. Для военных это не совсем обычный путь. Но у нас работают невероятно талантливые специалисты. Без них все это оборудование было бы бесполезным. Точность и эффективность этих систем просто поразительны. Отвечая на вопрос о поставках Украине комплексов Patriot, Трамп заявил, что решение пока не принято. По его словам, Вашингтон крайне осторожно относится к передаче передовых технологий и продолжает обсуждать этот вопрос. Это очень серьезный шаг. Но у нас лучшее оружие в мире. Люди этого не понимают, но у нас действительно лучшее вооружение в мире. Президент Зеленский хотел бы получить комплексы Patriot и другое вооружение, в том числе летальное. Эти ракеты летят со скоростью около 8600 миль в час. Если автомобиль едет со скоростью 60 миль в час, это уже быстро. Если 100, еще быстрее. А здесь 8600 миль в час. Это очень крупные ракеты. Их запускали по Иордании, где находились наши военнослужащие. И наши системы раз, сбили их еще до того, как они достигли цели. Мы рассматриваем этот вопрос. Это было впечатляющее зрелище. 3, 4, 5 ракет, и все были уничтожены еще на подлете. Ни у кого больше нет таких возможностей. Это невероятное оружие. Мы должны очень осторожно относиться к тому, кому позволяем получать подобные технологии. Сейчас мы строим новые заводы для производства этих и других вооружений. Возьмите хотя бы крылатую ракету «Томахок». Ничего подобного мир еще не видел. Нужно действовать очень осмотрительно. Мы пока не приняли такого решения, мы лишь обсуждаем этот вопрос. Но передавать подобные технологии крайне непросто. Нельзя исключать, что однажды их могут использовать против вас. Такое в истории уже бывало. Поэтому нужно быть очень осторожными. У нас лучшая армия в мире и лучшее оружие в мире. Сейчас нам нужно лишь производить его быстрее, потому что мы уже многое отдали. К сожалению, президент Байден передал Украине большое количество вооружений. Хотя именно я когда-то передал Украине комплексы «Джавелин» — противотанковые системы. Без «Джавелин» эта война закончилась бы за один день. Все было бы кончено. Именно ими уничтожали российские танки, когда они застряли в грязи под Киевом. «Джавелин» — это невероятное оружие. Очень тщательно охранять его секреты. Эти технологии невозможно просто скопировать. Это похоже на чипы NVIDIA. Говорят, что их новейшие чипы невозможно воспроизвести из-за чрезвычайной сложности. Большинство вещей можно скопировать. Китай известен тем, что копирует разработки других стран. Да и другие государства тоже этим занимаются. Но есть технологии, которые повторить невозможно. Так же и с нашим оружием. Оно настолько сложное, что его нельзя скопировать. А это лишь 2 или 3 примера из многих. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Что вам сказал Владимир Путин? Обсуждали ли вы сроки? Да, мы говорили о терпении. Мы говорили о ракетах «Томахок» и о многом другом. Но главное, я сказал ему, давайте закончим эту войну. За последний месяц, по моим данным, погибло около 25 тысяч человек, в основном солдат. Месяцем ранее около 32 тысяч. Пора положить этому конец. Думаю, Зеленский хочет заключить соглашение. И думаю, Путин тоже хочет заключить соглашение. Но между ними сохраняется сильная неприязнь. Как вы, наверное, заметили, он очень неохотно идет на уступки. Никто не хочет уступать. Но обоим придется сделать уступки и договориться. Что же предусматривает предложенная Дональдом Трампом новая дорожная карта по урегулированию в секторе Газа? Документ описывает, как должен проходить переходный период после прекращения огня и кто будет отвечать за безопасность и управление территорией. Согласно плану, власть в секторе должна перейти к Национальному комитету по управлению Газой, палестинскому гражданскому органу. Под его контроль передадут оружие полиции, а личное оружие граждан будет регулироваться палестинским законодательством. Вооружение группировок, которые не войдут в новые силы безопасности, предлагается вывести из эксплуатации и передать на хранение новому комитету. Это касается и тяжелого вооружения, военной инфраструктуры, а также сети тоннелей. При этом документ отдельно оговаривает, что оружие не должно передаваться Израилю или другим иностранным сторонам. Разоружение планируется проводить поэтапно и увязать с постепенным выводом израильских войск из сектора Газа. Однако все эти меры вступят в силу только после выполнения условий
первого этапа соглашения, их проверки и согласования дальнейших шагов всеми участниками процесса. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал Израиль и Хамас не затягивать с выполнением соглашения по Газе, о котором объявил Дональд Трамп. По его словам, стороны должны следовать утвержденной дорожной карте, без сомнений и попыток сорвать процесс. Сейчас мы вступили в 6-й месяц военной эскалации в Персидском заливе. То, что начиналось как региональный конфликт, все больше становится источником глобальной нестабильности. Единственная хорошая новость последних дней – это объявление президента США о соглашении, предусматривающем, что Хамас откажется от оружия, а Израиль выведет свои войска из сектора Газа. Каково ваше послание обеим сторонам, но прежде всего Израилю? Мы уже слышим, что Израиль пока не сделал официального заявления. Также звучат сигналы о том, что Израиль относится к этому соглашению очень скептически и не намерен выводить войска до тех пор, пока Хамас не сложит оружие. Как вы оцениваете ситуацию? Что бы вы хотели сказать обеим сторонам? Уже было объявлено, что существует дорожная карта по реализации этих целей. Этой дорожной карте необходимо следовать без каких-либо сомнений, скептицизма или попыток ее подорвать. Сейчас настало время, чтобы обе стороны выполнили достигнутые договоренности. Предложенное соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа, если оно будет полностью выполнено, станет конструктивным шагом на пути к миру, заявила глава внешнеполитической службы Европейского Союза Кая Каллас. План по разоружению Хамас в Газе, если он будет полностью реализован, станет конструктивным шагом на пути к миру. Я приветствую соглашение, достигнутое при посредничестве США при поддержке Египта, Катара, Турции и Николая Младенова, спецпосланника Совета мира Трампа по Газе. Для успеха необходимо, чтобы многое встало на свои места. Успех зависит от полной приверженности всех сторон. Проверка соблюдения Хамас условий соглашения станет серьезной задачей. Израилю в конечном итоге необходимо будет вывести свои войска из Газы. Мы готовы поддержать следующие этапы, включая прибытие Национального комитета и международных сил по стабилизации. 2 миссии ЕС на местах играют важную роль в поддержке усилий по созданию палестинского государства. ЕС является крупнейшим гуманитарным донором Газы. В июле Европейский Союз выделил 900 миллионов евро на проекты помощи, направленные на восстановление Газа после войны. Истребитель 5-го поколения F-35B корпуса морской пехоты США потерпел крушение на территории авиабазы Мирамар в Сан-Диего. По данным военных, самолет разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы во время происшествия, которое в армии назвали авиационным инцидентом. Пилот успел катапультироваться. Его обнаружили спасатели, однако информация о состоянии летчика пока не раскрывается. На месте работают пожарные и аварийные службы. Обломки самолета заливают водой и огнегасящим составом. После падения возник пожар, который перекинулся на сухую растительность вокруг места крушения. Причины аварии пока неизвестны. Военные начали расследование и заявили, что дополнительная информация будет опубликована по мере выяснения обстоятельств инцидента. Испания продолжает ликвидировать последствия крупнейшего за последние годы наплыва мигрантов в автономный город Сеута на северном побережье Африки. По данным МВД страны, с утра 30 июля границу по суше и морю пересекли около 50 тысяч человек. Испанские власти заявляют, что к вечеру 31 июля около 48 300 человек добровольно вернулись в Марокко. Вместе с тем, глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас оценил общее число пересекших границу за 2 суток примерно в 60 тысяч человек. Хочу сказать жителям Сеуты, что вся Испания с ними. Соответственно, правительство Испании также поддерживает город Сеута. Мы понимаем эмоциональное состояние людей и ту тревогу, которую они испытывают в последние часы, особенно начиная со вчерашнего дня. Во-вторых, произошедшее вчера следует назвать атакой, нарушением территориальной целостности Испании. Правительство Испании задействует все ресурсы государства, чтобы гарантировать безопасность жителей Сеуты. Мы также обеспечим мирное сосуществование в автономном городе и продолжим политику, которую последовательно проводили в последние годы. Речь идет о твердой, полной и недвусмысленной приверженности правительства Испании настоящему и будущему автономного города Сеута. По информации представителя центрального правительства в Сеуте, на испанской стороне обнаружены тела 57 погибших. По предварительным данным, часть людей утонула, пытаясь обойти пограничные заграждения по морю, другие погибли в давке у волнолома. Не исключается, что жертвы есть и на территории Марокко. Почти половина всей электроэнергии Венгрии оказалась под угрозой. Единственная в стране атомная электростанция Пакш
обеспечивающая около 50% выработки электричества, может остановиться на несколько недель из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Из-за снижения уровня воды в Дунае, как ожидается, в ближайшее время придется в плановом и безопасном режиме еще больше сократить мощности станции. По прогнозам, уже к понедельнику может потребоваться полная остановка электростанции. Такого не происходило за все 44 года ее работы. Самый низкий уровень Дуная был зафиксирован в 2018 году. Тогда у Пакша он составил минус 98 сантиметров. Сейчас уровень воды уже достиг минус 124 сантиметров. При отметке минус 134 сантиметра вся АЭС Пакш должна быть остановлена по соображениям эксплуатационной безопасности. Согласно текущим прогнозам, в ближайшее время повышение уровня воды в Дунае не ожидается. Более того, специалисты теперь прогнозируют, что он может опуститься до минус 144 сантиметров. Станция использует воду из Дуная для охлаждения реакторов. Сейчас все 4 энергоблока советско-российского производства работают менее чем на половине своей общей мощности в 2 гигаватта. Если уровень воды продолжит снижаться, уже в понедельник АЭС впервые за 44 года полностью остановит. Возобновить работу станции можно будет только после того, как уровень воды восстановится до безопасных значений. Однако по текущим прогнозам в ближайшие недели этого не ожидается. Остановка АЭС вынудит Венгрию увеличить импорт электроэнергии в период аномальной жары, когда вечернее потребление может вырасти примерно на 20%. В Венгрии никогда не было так называемого блэкаута, и мы не должны этого допустить. Однако недавно подобные ситуации произошли в Испании и странах Балкан. Это чрезвычайное событие, которое наносит огромный ущерб как людям, так и национальной экономике. Поэтому наша главная задача — обеспечить надежность электроснабжения. Мы обращаемся к крупным потребителям электроэнергии с просьбой добровольно сократить ее потребление, прежде всего в наиболее критический период, с 17:00 до 22:00. Оператор энергосистемы МАВИР и правительство находятся с ними в постоянном контакте. Мы регулярно получаем информацию о том, кто, насколько и в какие часы может снизить свое энергопотребление. Румыния объявила режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Он будет действовать весь август. Причиной стало резкое снижение выработки электроэнергии из-за сильной засухи и рекордного обмеления Дуная. Об этом заявил премьер-министр Илья Балажан. Мы завершили заседание Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого я объявил режим чрезвычайной ситуации на национальном уровне на весь август. Причиной стало снижение производства электроэнергии из-за засухи и низкого уровня воды в реках, прежде всего в Дунае. Компании Транселектрика и Нуклеар Электрика в ближайшие дни проведут переговоры об экстренных поставках электроэнергии из Украины в вечерние часы. Мы также ведем переговоры с Болгарией, Грецией и другими странами региона, чтобы максимально обеспечить внутренние потребности в электроэнергии в часы вечернего пикового спроса. АЭС Черновода в обычном режиме обеспечивает около 1/5 части всей электроэнергии Румынии. Из-за остановки одного реактора стране уже приходится увеличивать импорт, чтобы покрыть спрос в часы пик. Несколько тысяч человек вечером 31 июля вышли на акцию в центре Киева. Участники прошли маршем по Крещатику и вновь потребовали вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Поводом для протестов стала его отставка в ходе июльских кадровых перестановок. Ранее президент Владимир Зеленский объяснил увольнение конфликтом между Федоровым и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским. Однако часть общества связывает отставку с другими причинами, в том числе с попытками реформировать систему Министерства обороны и бороться с коррупционными рисками. Стоит отметить, что акции в поддержку бывшего министра продолжаются в Киеве уже несколько недель. Мне не нравится, когда принимаются решения, а потом никто не может объяснить, почему они были приняты. Те объяснения, которые нам дали, совершенно не соответствуют тому, что происходит на самом деле. Во-первых, я хотел бы узнать, что произошло. Во-вторых, увидеть, как эту ситуацию собираются исправлять. Мы никуда не спешим. Мы готовы стоять здесь столько, сколько потребуется. У нас нет другого выбора. Мы будем здесь до тех пор, пока нас не услышат. Президент Аргентины Хавьер Милей принял в президентском дворце Каса Росада главу Южной Кореи Ли Чжэ-мёна. Перед началом переговоров лидеры провели официальную церемонию встречи и сделали совместное фото. Визит в Буэнос-Айрес стал заключительным этапом южноамериканского турне президента Южной Кореи. Ожидается, что в ходе двусторонней встречи стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества, инвестиции и другие вопросы двусторонней повестки. Подробности переговоров пока не сообщаются. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе вулканической кальдеры Кампи-Флегрей к западу от Неаполя.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр находился на глубине около 3 километров. В городе Поццуоле обломки зданий и камни, сошедшие со склонов, повредили несколько припаркованных автомобилей. На месте работали полиция и экстренные службы. Сообщается также о незначительных повреждениях зданий. Из-за подземных толчков в некоторых районах произошло отключение электроэнергии. В качестве меры предосторожности временно приостанавливалось движение поездов и метро. По информации итальянских СМИ, это одно из самых сильных землетрясений, зарегистрированных в районе Кампи-Флегрей. Во время толчков многие жители выбежали на улицы. По данным пожарной службы, сообщений о погибших или пострадавших, нуждающихся в спасении, не поступало. Не менее 25 человек погибли, и еще 44 получили ранения в результате крупной аварии пассажирского автобуса на севере Алжира. ДТП произошло в провинции Бумердес. На месте работают сотрудники гражданской защиты, полиция и военнослужащие. Для эвакуации автобуса задействована спецтехника. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Медики оказывают им экстренную помощь, а у приемных отделений дежурят бригады скорой помощи. По данным службы гражданской защиты Алжира, автобус перевернулся во время движения. Причины аварии официально пока не названы. Автобус нормально ехал по дороге. Да, он двигался быстро. И я сказал своему другу, почему он едет так быстро? Не думаю, что он сможет пройти этот поворот. Но, насколько я понял из того, что увидел, у водителя отказали тормоза. Именно поэтому автобус набрал такую скорость. Затем он завалился на левый бок, перевернулся, а потом сорвался вниз по склону. Пассажиров выбросило через окна автобуса вместе с их вещами и сумками. Экстремально низкий уровень воды вновь зафиксирован на озере Эдерзее в Центральной Германии. Из-за обмеления на поверхность снова вышли фундаменты домов, затопленных более 100 лет назад при строительстве плотины. Если раньше это происходило только в самые засушливые годы, то теперь подобная картина повторяется почти каждое лето. Нынешняя ситуация, конечно, катастрофическая для озера Эдерзея. У нас снова сезон заканчивается раньше времени, прямо в разгар высокого сезона. В итоге наш сезон сокращается примерно на 3 месяца. Это, конечно, сказывается на туризме. Гости просто перестают приезжать. Для этого времени года уровень воды слишком низкий. Именно в этом и заключается проблема. Летом озеру Эдерзея требуется значительно больше воды. Поэтому важно наладить взаимодействие с администрацией Верхнего Везера, чтобы понимать, когда и в каком объеме сбрасывается вода. Думаю, новые технологии, более точные методы измерения и прогнозирования осадков могут нам помочь. Но заниматься этим нужно уже сейчас, потому что к следующему году необходимо найти решение. Плотина на Эдерзее была построена в начале 20 века для обеспечения круглогодичного судоходства на Верхнем Везере. Теперь местные власти считают, что в условиях изменения климата существующий порядок использования водохранилища может потребовать пересмотра. Азиатская конфедерация футбола выступила против инициативы ФИФА по продаже долей в коммерческих правах чемпионата мира. В организации заявили, что предложение не получило необходимой поддержки и может подорвать единство мирового футбола. Ранее аналогичную позицию заняли Союз Европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, и стран Карибского бассейна, КОНКАКАФ. После этого, считают в АФК, достичь широкого консенсуса по проекту уже невозможно. В заявлении Конфедерации подчеркивается, что любые изменения, способные поставить под угрозу универсальный характер чемпионата мира, должны быть пересмотрены. Таким образом, 3 крупнейшие региональные футбольные организации фактически выступили единым фронтом против инициативы ФИФА. Папа Римский Лев принял в Ватикане американскую певицу и поэтессу Пэтти Смит. Встреча прошла в Апостольском дворце. Во время беседы понтифик спросил, говорит ли она по-итальянски. Смит с улыбкой ответила, «Нет, простите, я 100% американка». Папе Льву 70 лет, Пэтти Смит 79. Их объединяет не только американское происхождение. Оба родились в Чикаго. К слову, в мае этого года Пэтти Смит выступила на открытии павильона Святого Престола на Венецианской биеннале.